Только еще вернемся, но вы упомянули Курскую область, не могу не задать вопрос по повестке дня. Вы недавно сказали, что Зеленский никогда бы не решился на вторжение в Курскую область без приказа США. Вот чего Запад пытается добиться такими действиями, а также накачкой Украины все новым вооружением и наемниками. И еще появлялись в прессе сообщения о предполагаемой замене Зеленского. Вот если это произойдет, возможно ли будут переговоры с Киевом? Насчет того, какая цель была у тех, кто организовал провокацию в Курской области, вторжение нацистских подразделений с большим количеством, кстати, наемников, а может быть и не наемников, а кадровых военнослужащих, там уже зафиксирована иностранная речь. Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой вот ситуации, потому что у западных наших коллег очень изощренные мозги, они иногда по-своему все так выворачивают, а потом ничего из этого не получается. Какая была задумка вторжения в Афганистан? Уничтожить террористов. Чем это закончилось? Провалом, бегством, позорным бегством. Какая была задумка вторжения в Ирак? Уничтожить оружие массового уничтожения. Оказалось, что его там нет. И давно уже пора, иракское, кстати, руководство, иракский парламент уже несколько лет, как просит американцев, остатки своих вооруженных контингентов вывести. А американцы, вот как страна, которая уважает суверенитет независимых стран, членов ООН, не хотят оттуда уходить. Но в итоге их оттуда все-таки попросят. Или Ливия. Разрушили государство, которое было в социально-экономическом плане, наверное, самое благополучное в регионе. Бесплатный почти бензин, бесплатное образование, в том числе за границей. Что сейчас с Ливией стало? Поэтому какую цель они ставили и какой у них был замысел, мне очень трудно судить. Но то, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Он же сказал, что это нам будет нужно для последующих обменов. И пленных наберу, и вот квадратные километры захвачу. Достаточно так простодушно, наивно. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем, мы переговоры про свою территорию не ведем. Мы готовы были вести переговоры о пресечении тех преступных действий, которые предпринял киевский режим после госпереворота, когда он стал бомбить свои собственные города, потому что жители этих городов отказались признать результаты путча, и жители этих городов восстали против решения пришедших к власти боевиков запрещать русский язык во всех сферах жизни. Они были объявлены террористами. Вот для того, чтобы это пресекать, мы были готовы на переговоры. Мы эти переговоры вели, они завершились Минскими договоренностями, которые, как вы знаете, теперь уже публично было объявлено, никто и не собирался выполнять. Надо было выиграть время, чтобы нацистский режим, продолжавший душить все русское, накачать оружием для войны против Украины. И для защиты прав этих людей, для защиты истории этих людей, наследия их предков, их языка, их религии, их культуры, мы и вынуждены были признать ДНР, ЛНР и в соответствии с их просьбой, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, встать на их защиту. Но до того момента мы были готовы на переговоры. Мы поддержали переговоры, которые в феврале 2014 года привели к подписанию договоренности между Януковичем и оппозицией. Это же были тоже договоренности, которые оппозиция наутро разорвала и устроила кровавый государственный переворот. Если бы те договоренности были выполнены, Украина сейчас была бы в тех самых границах 1991 года, о которых Зеленский мечтает. И Крым был бы в этих границах, если бы только не было госпереворота. Если бы через год спустя, в феврале 2015 года, украинское руководство и поддерживавшие его Франция и Германия выполнили Минские договоренности, Украина была бы в тех же самых границах 1991 года, без Крыма уже, по понятным причинам. Более того, если бы в апреле 2022 года
Украина выполнила то, о чем договорились в Стамбуле, и не послушалась бы Бориса Джонсона, который запретил ей это делать, Украина сейчас тоже была бы более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса. Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность, каждый раз Запад доказывал, что Украина им нужна только для того, чтобы делать больно, как они считают, России, раздражать Россию, воевать против России и больше ни к чему. И поэтому все эти договоренности Западу не нужны. Но с каждым разом, когда согласованные документы были саботированы, Украина все больше и больше теряла. И чем президент еще 1,5 года назад, когда касался темы возможных переговоров, он сказал, мы не против переговоров. Очень давно это было. Через полгода, по-моему, после начала специальной военной операции, он сказал, мы не против переговоров. Но те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться. Вот в Стамбуле, через меньше чем месяц после начала нашей специальной военной операции, по сравнению с тем, что мы видим сейчас, было очень легко договориться. Они этого не хотели, потому что они не до конца, как они считали, достигли своей цели постоянно вот Россию измождать. Вот. Так что про Курскую область, я уверен, тут даже говорить не о чем. Про все остальное президент сказал 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел, что мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. Реалий на земле, реалий в Российской Конституции, где четко записано, что у нас теперь есть, кроме Крыма, еще 4 новых субъекта федерации: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область. Вот. И, конечно, при всем при этом никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может. Это не то, что красная линия, это невозможно. И те, кто пытаются такие развязки навязывать, мол, давайте оставим Украине, что у нее сейчас есть, возьмем остатки эти в НАТО, и все будет хорошо. Ну, это фантазеры и провокаторы. Вот, поэтому наша позиция ясна.